Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Смотрим видео мастер-класса на Яндексе, YouTube, Рутюб, Telegram. Сегодня очень интересная тема. Кофточка, жилет, пэтчворк. Схема прилагается. Слонимский хлопок у меня. 400 метров 100 грамм. Расход примерно 230 грамм. Крючок 2,75. Это мой любимый крючок. 2,5 это мало, 3 это много, 2,75 это идеально. Это для моего вязания. Можно, конечно, крючок взять троечку. Связан вот такой жилет, обвязочка. Вяжется очень интересно. Предлагаю посмотреть. У меня красивая слонимская пряжа. Я беру 2 ниточки с центра и 2 ниточки сбоку. Получается 4. В 4 сложения всегда вяжу. Получается оптимальная толщина для любого изделия. Мне прислали схему топик Patchwork, который мы сегодня будем с вами осваивать. Смотрится сложно, вяжется просто, но не для начинающих, наверное, все-таки. Здесь надо немножко думать, включать голову, но если разобраться один разочек, то и не сложно. Что мы делаем? Набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот, начинаем с этого угла. 11. На узоре написано 12, но 11 более оптимально. И наша задача провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Вот. И вот этот квадрат связать. Я набираю 11. 1, 2, 3. В 4-ю петельку вяжу столбик. Это у нас уже с вами 2. Обязательно считаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Это наша основа. 9 столбиков с одним накидом. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. 1 столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом. У нас должно получиться с вами 4 окошечка. Воздушная петля вверху, 1 пропускаем внизу и вяжем вот такой квадратик. Всего их 4. Воздушная петля в самый последний столбик вяжем столбик. Теперь опять повторю. 1, 2, 3 первого ряда. Нам нужно связать 9 столбиков. Столбик в столбик, между столбиками 2, столбик 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в 3-ю воздушную петельку 9 столбик. Вот, мы провязали основу. Теперь эту основу мы будем постоянно вязать и повторять. Вот, провязали. Теперь провязываем вверх. То есть мы набираем такой же набор, 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Считаем 1, 2, 3 в 4-ю, но переворачиваем в 4-ю петелечку, столбик с накидом и считаем опять. У нас уже 2 столбика, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
что получается. Вот так получается. Разворачиваем вязание. Вот, чтобы у нас было. И раз, два, три в третий столбик протягиваем нашу ниточку. Вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Пропускаем 1, 2 в третий столбик. Мы с вами пропускаем ниточку. Воздушная петля. Внизу раз, два пропускаем, вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Внизу тоже один столбик пропускаем, воздушная петля. У нас должно получиться 4 окошечка. Воздушная петля. И в самую первую петелечку вяжем. 4 окошечка у нас получилось. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Арочку, столбик с накидом и в столбик. Считаем 3 столбика. 4, 5, 6, 7, 8. И вот за столбик вот этот. Его не очень видно и не очень удобно вязать, но наша задача провязать 9 столбик и присоединиться в последний. Вот. Что у нас с вами связано? Один узорчик в горизонтальном направлении, второй узорчик в вертикальном. Вот. Провязали. Теперь наша задача провязать вот эту часть. 9 столбиков. 1, 2 провязали. Теперь 3 воздушные петли и столбики. Вот этот узор. Мы с вами остановились вот в этом месте. 3 воздушные петли делаем. 1, 2, 3. И столбик с одним накидом. 1, 2, 3. За арочку 4, 5. За перемычку уже тут столбик у нас пошел 6, 7, 8. И в столбик последний 9. 9. Продолжаем наш узор. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем. Пропускаем столбик, вяжем столбик. Воздушная петля внизу, столбик, столбик. Столбик. Всего у нас должно 4 окошка получиться. 4. В последнюю петелечку вяжем. 4 окошка. 1, 2, 3. Разворачиваем. Считаем столбики. У нас уже 2 за столбик, 3 за арочку, 4 за столбик, 5 за столбик, 6, 7, 8 и в третью воздушную петлю 9. Мы с вами провязали 3 элемента. Вот 3 элемента. Теперь наша задача сделать увеличение. Вот, опять набираем 1 с воздушной петель и вяжем наш фрагмент. То есть мы теперь будем с одной стороны добавлять и с другой, а между ними просто провязывать. Опять добавлять, добавлять и просто провязывать. Как вязать мы знаем. Вот у нас 9 петель. Что мы с вами делаем, да? Мы сейчас с вами набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3 в четвертую. 1, 2, 3 в четвертую разворачиваем.
и вяжем столбик с одним накидом. И считаем. У нас уже 2 столбика. Кто у меня неудачный получился. 1, 2, 3, 4. 2, 3. То есть наборные петли нужно вязать чуть слабее, чтобы первый ряд было вязать удобнее. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что у нас получилось, да? Давайте сложим. Вот наш хвостик, он с этой стороны. Вот, провязали. Теперь нужно присоединиться. Мы с вами тоже делали. Пропускаем 1, 2 в третью. 1, 2, 3. Опять 1, 2 в третий столбик. Присоединились. Воздушную петлю сделали. Развернули вязание. 1, 2 пропускаем. Вяжем столбик. Воздушная петля. 1 столбик пропускаем. Столбик. Воздушная петля. Внизу 1 столбик пропускаем. Столбик. То есть вязание это абсолютно однотипное. Тут можно ничего не объяснять на самом деле. Я думаю, понятно, да? 1, 2, 3. Мы вяжем узоры от угла. Прибавляем по горизонтали, по вертикали. И вяжем между ними абсолютно один и тот же узор. Обязательно считаем столбики, их должно быть 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в последний вот этот в невнятный такой столбик. Столбик провязываем и присоединяемся в самое начало. Вот сюда. Вот, что мы с вами связали. Теперь наша задача 9 столбиков, присоединились в обратную сторону, присоединились 9 столбиков. То есть наращиваем вверх, наращиваем вниз, а в центре вяжем узор 1, 2, 3, который у нас есть. За столбик провязываем 2 столбика, это уже 3. Потом за такую перемычку уже 4. За столбик 2, 5, 6. За перемычку 7. За столбик 8 и 9. Отсчитываем 1, 2 в третий столбик. 1, 2, 3. Опять 1, 2 в третий столбик. Воздушная петля, разворачиваемся. Раз мы провязали уже начальную нашу цепочку, значит наша задача провязать 4 окошечка. 1, 2 пропускаем. Воздушная петля, теперь по одному. В самом начале всегда получается 2. Пропускаем. Все остальное по одному. 1, 2, 3 воздушные петли. Считаем столбики 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик. За самую последнюю эту
эту арочку присоединяемся. Вот, мы с вами удлинили и довязали. Теперь, что дальше мы делаем? По узору, смотрите, провязываем столбики в обратную сторону и столбики. Это мы с вами умеем делать. Весь узор мы знаем, что делать, да? 1, 2, 3. За арочку 2 столбика. И считаем. 3. За столбик 4. За арочку 5, 6. За столбик 7. За арочку 8 и 9. Провязали. Продолжаем. 1, 2, 3, 4. Разворот. И наши квадратики через столбик с воздушной петлей. Один, два, три. Разворачиваем вязание. 9 столбиков с одним накидом. 2, 3, между 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, провязали. Я связала вот такую часть. У меня получилось как платок, как шалька, да? Потому что мы начинаем вязать с угла, и мы прибавляем, прибавляем, прибавляем. И вот когда мы прибавили, вот, допустим, у меня здесь уже получилось 60 сантиметров по объему первой половинки, теперь нужно не увеличивать этот уголочек, а наоборот. Мы делаем его прямым. Каким образом? Вот я довязала наш узор. Если продолжать, то нам нужно здесь увеличивать, увеличивать. Но мы увеличивать не будем. Мы будем сокращать. То есть вот я довязала. Теперь соединительными столбиками мы переходим в самое начало узора и вяжем. Самое начало узора. Перешли. И как ни в чем не бывало, как бы мы вязали наш узор, начинаем вязать. Вот. То есть мы набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и продолжаем наш узор. Все, как мы с вами вязали. Итак, мы с вами смотрели бачок наш. Вот я когда уменьшила, перестала вязать, поставила маркер, и дальше я тоже буду также вязать. Просто ровную боковинку. Соединительными столбиками мы довязываем до узора и идем дальше. А теперь плечо. Получается, что сам верх, бочок я связала 60 сантиметров. Теперь хочу вязать плечо. Довязала до узора. Опять соединительными столбиками перехожу в начало вязания. И вот эту всю нашу лесенку вяжем. То есть мы делаем сокращение здесь, вверху на плече. Несколько узорчиков. Потом вырез свяжем. И точно так же на боку. Просто ровное вязание. Соединительными столбиками доходим. И не увеличиваем больше. Выравниваем полотно. Что у меня получается? Я выравнивала все вязание. Вот у нас тут маркер был на боку. Да? По диагонали все выровняла вязание. Выровняла, выровняла. Дошла до самого верха и провязала плечо, чередуя наши узоры. Плечо провязала, опять все вяжу ровно, 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 полностью довязала до конца. Теперь второе плечо. Точно так же мы вяжем. Я вот выбрала 1, 2, 3, 4, 5 узорчиков, как с той стороны. Вот мы с вами вязание довязали и начинаем заново. 3 воздушные петли. Все наши 9 столбиков.
И вяжем один ряд узора для плеча. 1, 2, 3, 4. Весь узор-то мы с вами уже знаем. И вяжем. Если вы связали всю кофточку, разобрались с узором Patchwork, а он достаточно легкий, то направление вы уже понимаете, как мы вяжем. Мы связали 1, 2, 3. Вязание достаточно простое, узор очень несложный, легко понять, запомнить. Мы вывязываем плечо, как бы наращиваем, да? 3, 4. Так, как мы уже знаем и умеем. 5, 6, 7. Так, раз, два, три, раз, два, три, 8. Это у нас уже 9 столбик будет. 9 столбик. Вот. Теперь поворачиваем, да, вот в эту сторону и опять набираем, присоединяя так, как мы уже все время присоединяли. То есть разворачиваем в одну сторону, вяжем, в другую, в одну, вторую. И вот до маркера 5 узорчиков вяжем пэтчворк. То есть наша задача сначала выровнять все вязание. Весь наш треугольничек, с которого мы начинали вязать. Провязать один узорчик плеча, ровное вязание, и второй узор плеча. Просто-напросто мы набираем. Ничего, ниточку не отрезаем, довязали до конца. Набираем 3 воздушные петли, вяжем узор. Разворачиваем вязание, вяжем узор, присоединяемся, как мы знаем. Опять узор, то есть это мы с вами знаем. Нам нужно связать 2 одинаковые части, чтобы потом их сшить. Вот это у меня будет спинка. Вот такой вырез небольшой. Для переда вырез сделаем чуть больше. Итак, у нас с вами провязана спинка. Плечо 5 мотивов, вырез 6 и плечо 5. Так получается. Теорию я вам рассказывала, как мы заканчиваем плечо. Один узор мы провязываем, второй выравниваем соединительными столбиками. Опять узор провязываем соединительными столбиками. Все, ровненькая спинка получилась. У меня получилось 16 узоров вверх и 16 узоров по объему. Теперь вяжем вторую часть, горловину. Я вот ее вяжу и думаю, да, что нам делать, как нам ее связать. У меня получается вот такая часть. Вот. Еще далеко до окончания, но я связала меньше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 узоров. То есть на один узор меньше, потому что спинка всегда должна быть больше. Точно таким же приемом мы заканчиваем наше вязание, довязываем соединительные столбики, 5 узоров оставили. Что делаем теперь? Теперь 2 узорчика. Вот я довязала, соединила, получается, вот, один узор и второй. Теперь я ниточку отрезаю, вот этот участок, вот этот треугольничек, я его загну, и при вязании резинки просто-напросто здесь будет такое закругление. Вот. Привязываем крючок в уголочек, вот в этот, и продолжаем выравнивать вязание. То есть мы довязываем до самого конца, и тут точно так же один мотив провязываем, соединяем, довязываем, соединяем, и таким образом нам нужно довязать ровно вот до этого мотива. Здесь вот все будет соединено, и потом отдельно нам нужно провязать вот эту часть. Вот. Такой у меня план, потому что как еще иначе сделать, я пока не знаю. Я предлагаю ниточку здесь отрезать. Узор очень интересный, я его вяжу первый раз. Может, как-то можно было связать по-другому, я не знаю пока. Вот. Ниточку отрезала. Еще раз наш один мотивчик закругляем,
выравниваем. И с этого момента идем опять, вяжем от угла до параллели с вот этим местом. Что у меня получается? Еще разочек. Вот у меня подколотый кусочек такой, да? Вот у нас. После вот этого кусочка был фрагмент, и с него я начала вязать ровно до конца. То есть у нас с вами вязание по диагонали идет, вот, и вязание выравнивается. Теперь я с другой стороны отметила 5 раппортов и 1/6, который будет вот таким же образом выступать, а мы его вот так подвернем и получим вырез. Вяжем до этого момента, опять же туда все обратно, и получаем точно такой же вырез. Итак, я провязала один ряд, один раппорт узора, 6 узорчиков, да? Дальше, как нам перейти на второй ряд? С соединительными столбиками мне последний узор пришлось вот так пройти. Это тот узор, который мы будем вот таким образом использовать. Идем дальше. Опять квест на сообразительность. Что делать дальше? Как продолжить узор, чтобы он был у нас вертикальный. Вот. Набираем опять 11 воздушных петель, как мы в самом начале делали наборы, да? 11 воздушных петель, вяжем столбики и присоединяем к третьему, через 3 и к последнему. То есть у нас вертикальный узорчик должен быть. И провязываем еще 2 ряда, чтобы у нас получилось такое же плечо, как и с другой стороны. Вот. Один узор мы убираем, и еще 2 рядочка вяжем дополнительно для плеча. Еще минуточку, еще такой вот нюанс у нас получается. Это мы с вами, да, сворачиваем. Один мотив провязали. Как связать второй мотив? Еще один, да, квест. Довязываем, присоединяемся. Теперь наша задача такова. Нам нужно связать на горизонтальном узоре, да, узор в другом направлении. Мы вяжем 1, 2, 3, начинаем. И нужно одновременно присоединить к тому мотиву, который есть. То есть через 3 столбика мы вкалываем крючок, проводим ниточку нашу и вяжем, как ни в чем не бывало, узор. 1, 2. Это мы уже умеем. То есть при вязании плеча придется нам вот так вот делать присоединение. Все остальное мы вяжем, знаем, умеем. Вот. Единственное, что надо будет присоединять. И тогда у нас все получится. Присоединять еще с одной стороны. И плечи. Вот так вот шовчик выглядит. То есть мы изнутри сложили и прошили. Можно столбиками без накида, можно иголочкой. Прошили. По краю проймы набираем столбики и вяжем резиночку. Каким образом мы набираем? Вот я второй бок сшила. Изнутри. И просто-напросто по пройме набираем 1, 2, 3. Набираем столбики. Каким образом? Не чистим. И в то же время один столбик я набираю в это окошечко. В следующее 2. И вот между столбиками набираю столбик. Вот, между столбиками набираю столбик. Первый ряд мы набираем просто столбики с одним накидом. И в следующем ряду вяжем рельефные столбики. Рельефные столбики вяжем лицевой, изнаночный.
Что значит лицевой и изнаночный? Я сейчас покажу. Например, вот у меня столбики, я их набрала. И следующий второй ряд мы вяжем вот так вот: рельефный лицевой, вот таким образом, и рельефный изнаночный. Опять лицевой, изнаночный. И получаем рельефную красивую резиночку. Вот, набираем по всему периметру рукава и получаем вот такое завершение красивое. Точно так же мы с вами набираем в самом начале вот нашу, делаем обвязочку. Точно так же по столбикам набираем между столбиками и вяжем резиночку. И точно так же обвязываем горловину. То есть принцип абсолютно одинаковый. У меня получилась вот такая кофточка, или, может быть, сказать, жилет из слонимского хлопка. Рукава я обвязала горловину и точно так же резиночку. И получился такой интересный вязальный проект. Узор Patchwork. Мы с вами, да, проходили. Вот такая у меня схема была. Спасибо моей подписчице, которая отправила мне вот такую интересную схему и попросила разобраться. Узор вяжется интересно, просто, необычно. Мы начинаем вязать от угла. Я провязала 16 фрагментов. Вот такие идут поперечные узоры и вертикальные. Все вместе 16, и у меня получился размер где-то 50, 48-50. Расход пряжи 230 грамм. На все у меня ушло. И достаточно симпатичная такая получилась кофточка. Кофточка-жилет хлопковый на лето. Предлагаю посмотреть с самого начала и тоже попробовать. Вяжется очень интересно и несложно. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Вязание увлекательным. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и вяжем вместе со мной. До новых встреч!